Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться». Все ваши действия помогают нам продвигать канал. По традиции мы рекомендуем переслать это видео всем своим друзьям и знакомым. Если вы уже смотрите нас не первый раз, вашим друзьям и знакомым будет интересно, что же вы такое смотрите регулярно. Завтра, послезавтра вы можете обсудить тему сегодняшнего видео, а сейчас я эту тему озвучиваю. Тема сегодняшнего видео – как осознать и распознать привычки, мешающие двигаться вперед. Это видео войдет в плейлист апрель. Первый квартал этого года для нас уже прошел. Мы поставили планы, и что-то из этих планов у нас получилось. Что из планов не получилось в первом квартале, мы смело переносим на второй квартал. И во втором квартале мы уже начинаем время уделять тому, какие привычки нам мешают двигаться вперед, что не так с нашими приоритетами. И все это мы рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Для тех, кто о колесе жизненного баланса слышит первый раз, я в двух словах попытаюсь объяснить, что это такое. Колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой круг, который разделен на 8 частей. Эти 8 частей отражают всю нашу насыщенную жизнь, можно сказать 80%, можно сказать 90%, но это дает нам полное представление о том, какие планы мы можем поставить в каждой сфере. В каждой сфере мы ставим обычно 2-3 цели на год. Итого за год у нас получается 24 цели. Те, кто находится в состоянии 8-10, они, как правило, ставят гораздо больше планов. У людей состояние 8-10 на год по колесу жизненного баланса может быть 45-50 целей. Люди в состоянии 8-10 эти свои цели достигают легко объединяют вокруг себя единомышленников. Есть огромное количество людей, которые хотят людям в состоянии 8-10 реально помочь, они тянутся к ним, потому что самое главное качество людей в состоянии 8-10 – это колоссальная, классная энергетика. Находясь с такими людьми, вы будете чувствовать спокойствие, умиротворение, и вы будете сами набираться сил. А для того, чтобы понять, как можно прийти к состоянию 8-10, я вам сейчас расскажу, рассмотрев сферу яркость жизни. Сфера яркость жизни – это сфера, которая отвечает за баланс отдыхать и работать. И люди в состоянии 0,4, они очень много времени тратят на то, чтобы, не планируя что-то сделать, для них состояние работать в импровизации спонтанно считается очень классным, вдохновляющим. А для людей состояния 8-10 важно путь к цели спланировать, потому что люди состояния 8-10 понимают, что от того, как будет спланирован план достижения цели, для единомышленников будет более понятно, где, в какой времени момент они могут присоединиться к выполнению этого плана, когда они могут воспользоваться результатами этого проекта или достижения этой цели. То есть хорошая подробная инструкция по взаимодействию. Люди в состоянии 0,4, как правило, используют принцип «я сам все сделаю», «я сама все сделаю», но они не умеют рассчитывать свои силы, поэтому основная задача в сфере яркость жизни – научиться трезво оценивать свои ресурсы, трезво рассчитывать трудоемкость достижения цели. И здесь, в этой сфере, очень важно распознавать те привычки, которые мешают двигаться вперед. Первая привычка в сфере яркой жизни, которая помогает нам распознать вот эти вот вредные привычки, можно их назвать не вредные привычки, но самое главное, они мешают нам двигаться вперед. Это нарушение баланса между работать и отдыхать. Если вы своему отдыху выделяете нужное количество времени, вы тогда уже можете почувствовать, что утром вы просыпаетесь уверенной в себе, а вечером засыпаете довольны собой. Поэтому теме
есть отдельное видео, внимательно его посмотрите, там эта тема раскрыта широко, подробно, качественно. Следующая привычка, которая нам мешает достигать своих целей и двигаться вперед, мы не ищем новые источники силы. Новые источники силы – это те места, которые позволяют нам перезагружаться. Это не обязательно место внутри населенного пункта, где вы живете. Это может быть место за городом. Это чаще всего природа. Каждый из вас сам выбирает то место, которое его вдохновляет, где вы перезагружаетесь, где вы отдыхаете. После того, как вы находите место силы, вы уже можете определить ту энергетику, которая дает вам это место силы. И самая вредная, на мой взгляд, привычка, когда вы обесцениваете вот эту вот тему, что вам не нужно место силы. Место силы вам нужно для того, чтобы вы решали как можно больше задач. То есть, если у вас одна задача на год, скорее всего, вам не требуется место силы. Если у вас задач на год примерно 20-30, возможно, поиск места силы будет для вас не лишним результатом. Следующая, третья привычка, которая ярко выделяется в сфере яркость жизни, вы считаете, что какие-то другие люди, наделенные какой-то особой энергетикой, смогут вам помочь. На самом деле колесо жизненного баланса LongSwim говорит о том, что в определенной сфере вы можете быть и источником силы, источником знаний, источником компетенции. И в колесе жизненного баланса LongSwim мы тщательно рекомендуем вам выходить за середину, то есть быть экспертом выше среднего уровня в каждой сфере. По мере того, когда у вас жизненного опыта становится очень много, практикуйте наставничество, и именно наставничество дает вам понимание, что вы можете тоже находиться в состоянии 8-10, и суть этого состояния в том, что вы обладаете какими-то уникальными знаниями, уникальным опытом. По крайней мере, этот опыт будет полезен для вашего ближайшего окружения, ваших родственников, ваших детей, ваших внуков. С одной стороны, вы можете рассказать, какие ошибки молодости и зрелости не стоит повторять. Можете дать еще обратную связь для ваших внуков и детей, на чем следует сосредоточиться. Также можете рассказать, какие вредные привычки мешают вашим детям и внукам двигаться вперед. Такое вот самоосознание дает вам снятие всех ограничений к тому, что вы можете быть тоже в состоянии 8-10. В сфере яркость жизни, когда вы ее проработаете, вы поймете, что если вы попали в состояние 0,4, то есть в стадию эмоционального выгорания, вам в этом состоянии не нужно долго находиться. Ваше обыкновенное состояние – это состояние 4-8, когда вы четко знаете, чего вы хотите от сегодняшнего дня, как у вас запланирована следующая неделя и какое взаимодействие в течение месяца приносит вам вдохновение, и как вы будете справляться с теми неожиданными неприятностями, в которые вы попали. То есть все как в нашей жизни. То у нас черная полоса, то у нас белая полоса. Люди в состоянии 4-8, все эти полосы проходят легко. Это их мобилизует. Людей в состоянии 0,4, вот эти вот неприятности по жизни очень сильно демотивируют. Переходим к следующей сфере. Следующая сфера – это сфера духовный рост и творчества. Как здесь распознать привычки, которые мешают двигаться вперед? В колесе жизненного баланса, если вы продвинутый пользователь, очень много времени будет уделяться тому, чтобы вы внутри себя снимали те жизненные принципы, которые ограничивают ваше движение. С одной стороны, нужно быть осторожными, чтобы не пойти в какой-то мимолетный порыв. С другой стороны, нужно понимать, что ваши жизненные ценности наполняются теоретической какой-то базой через сферу личностного роста. Пообщавшись с экспертами, посмотрев, какие люди умеют достигать других целей с меньшими трудозатратами, вы поймете, что жизненные ценности свои можно трансформировать. И когда вы свои жизненные ценности трансформируете и начинаете доверять своим новым ощущениям, вы от своих вредных привычек
если их можно так назвать, начинаете постепенно избавляться, то есть они на тот период времени вас спасали, сейчас они не совсем актуальны. Говорим им большое спасибо, заходим в новые привычки, новые жизненные ценности, потому что новые жизненные ценности и новые привычки позволяют нам с меньшей трудоемкостью достигать поставленных целей. И 80% работы над вредными привычками, они завязаны на сферу духовный рост и творчество. В сфере карьеры и бизнеса вредные привычки очень легко распознаются через сферу личностного роста. То есть на профессиональном обучении вы можете найти доклады, теоретическую информацию, практическую информацию о том, какие методы дают большую эффективность, какие методы уже эффективности не дают или там эффективность падает. Вы можете посмотреть на тренды, которые есть в вашей отрасли. И в сфере карьеры и бизнеса вот эти вот привычки, которые мешают вам двигаться вперед, это внешние факторы, это ваши навыки. Здесь это очень легко сегментировано. Здесь можно уже довериться опыту своих коллег. Если вы обладаете уже значительной профессиональной зрелостью, вы эксперт, вы можете предлагать свое видение, какие привычки уже становятся вредными или уже устарели, или какие привычки мешают вам двигаться вперед. А чтобы вам двигаться вперед, вам нужно еще раз сосредоточиться на целях в сфере карьеры и бизнес. Ваша цель не только работать, но и попытаться создать собственный бизнес, который будет вам приносить стабильный доход и без вашего участия. Если вы эту цель в течение года не будете терять из виду, а мы рекомендуем 2 раза в год просчитывать возможность собственного бизнеса, для вас все в жизни станет намного легче. Плавно переходим к сфере денег. В сфере денег тоже есть вредные привычки, которые мешают двигаться вперед. Одна из этих вредных привычек зациклиться на том, что это нужно сохранить. Нормальное соотношение. Мы 50% времени тратим на то, чтобы сохранить то, что мы заработали, и 30% времени мы тратим на то, что делаем попытки заработанное приумножить. Это изучаем различные варианты инвестирования, изучаем дополнительные возможности, которые есть на рынке. 1 раз в год пробуем небольшую сумму денег вложить в какой-то проект. Самое лучшее всегда вкладывать в свою личную экспертизу, в личное продвижение. Не зря в сфере денег состояние 4-8 – это вложение в прямую рекламу своей экспертизы, продвижение своих товаров, своих услуг. Это всегда очень возвратная инвестиция. Самое главное – выбрать правильный канал рекламы и понять, с какой скоростью возвращаются эти деньги. Следующая сфера, я уже говорил про сферу личностного роста. Здесь в сфере личностного роста самое главное и не очень хорошая привычка, трудно назвать ее вредной, когда вы в сфере обучения уделяете слишком много времени. Когда слишком много времени уделено теории, у вас не хватает времени на то, чтобы теоретические знания трансформировать в свою повседневную личную жизнь, в профессиональную жизнь. Поэтому для людей состояние 0,4 теоретические знания будут полезными, потому что они играют роль мотивации. И наша рекомендация из этой привычки постоянно получать знания плавно переходить к сфере практики. То есть пробуйте теорию, которую вы прошли, применить к своей личной жизни, к своей профессиональной жизни. Понятное дело, что на первом этапе не все получится или получится не так, как вы планировали, или не так, как вы хотели. Но первый опыт практики даст вам возможность понять, что вы лично тоже способны на глобальные изменения, то те знания, которые вы получили, они не являются теоретическими, их можно с 1-й, 2-й или 8-й попыткой претворить в жизнь. И самые главные критерии баланса между получаемой теоретической информацией и вашим практическим опытом – это наставничество. И самая большая вредная привычка в сфере личностного роста – это не практиковать наставничество. Наставничество, оно помогает вам структурировать свои знания, вы уже начинаете понимать
кто готов к вашему наставничеству или где вам нужно подтянуть методику своего наставничества. Пробуйте, экспериментируйте, давайте обратную связь под этим видео, что из наставничества у вас получилось, что бы вы хотели попробовать и где колесо жизненного баланса LongSwim может быть вам полезным в такой сфере, как наставничество. Переходим к сфере здоровья и спорт. Как здесь осознать и распознать привычки, мешающие двигаться вперед. Здесь основная привычка, которая мешает двигаться вперед, это отказ от соревнований. Я считаю, что соревнования носят большую очень эмоциональную нагрузку. Попробовав на соревнованиях себя в качестве болельщика, вы, первое, решаете задачу поддержки тех людей, которые участвуют в соревнованиях. Не зря на стадионах придумали трибуны. Они для того, чтобы спортсмены видели, что это очень важно. Быть зрителем – это очень важно, демонстрировать свои результаты. И попробуйте себя в качестве болельщика, а потом, когда вы будете в качестве участника соревнования могут быть не обязательно большие, попробуйте любительские соревнования, вы поймете, насколько важна поддержка трибун и насколько важно выходить за границы своих достижений, понимая, что люди за один и тот же период времени могут достигать гораздо больших результатов. Это для вас будет внешним стимулом стремиться к улучшению своих результатов, а ваша внутренняя привычка это, первое, недооценивать роль здоровья. И еще раз напомню, что сфера здоровья и спорт и сфера духовный рост отвечают за то, чтобы мы не приходили к физическому и эмоциональному выгоранию. И вы должны всегда находиться в фокусе, что занятие спортом помогает вам избежать различной степени физического и эмоционального выгорания. И поэтому ваша привычка должна быть следующая. Время, потраченное на свое собственное здоровье, возвращается к вам в виде различных положительных моментов во всех сферах жизни, не только в сфере здоровья и спорта. Переходим к сфере друзья и окружение. В сфере друзья и окружения мы должны понимать, что сфера друзья и окружения находится в эмоциональной сфере. То есть друзья и окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество – это сферы, которые переполнены эмоциями. И самая динамичная сфера – это сфера друзья и окружения. У вас постоянно, получается, появляются новые коллеги, знакомые, поскольку в сфере друзья и окружения очень большое количество людей с состоянием 0,4, эта сфера буквально кишит эмоциями. И здесь важно осознать и распознавать привычку, что вы в сфере друзья и окружения очень легко теряете из виду, из приоритета свои собственные жизненные планы, мечтания. Это первый признак состояния 0,4. Поэтому рекомендую вам на постоянной основе использовать дневник, планер, ежедневник, блокнот, чтобы в блокноте каждый день вы смотрели на свои цели и понимали, вот эта цель для вас актуальна. В отношении этой цели вы предпринимаете какие-то попытки, и когда вы находите единомышленников, достижение этой цели становится быстро, легко, классно, с большим воодушевлением. В сфере отношения и семья какие привычки мешают вам двигаться вперед. Колесо жизненного баланса говорит о том, что вы постепенно переходите от состояния 0,4 в состояние 8-10. Начиная с состояния 0,4, вы должны понимать, что ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина тоже находится в состоянии 0,4, потому что на сферу отношений семья очень сильное влияние оказывает сфера друзья и окружения. И поэтому в своих семейных отношениях, просто в отношениях вы должны четко прописать для себя в блокноте, на любом источнике те ценности, которые вы закладываете в начале отношений. И самая большая привычка, очень полезная, это постараться вот это ценное сохранить и приумножить. То есть основная миссия отношения семья, как и деньги, это сохранить и приумножить.
Находясь уже в состоянии 4-8, вы можете возвращаться к тем ценностям, которые вы видите в другом человеке, постарайтесь их приумножить. Даже если у человека будет 2 достоинства и 8 недостатков, вы можете сосредоточиться либо на достоинствах, это состояние 4-8, состояние 0,4, вы будете находиться в стадии эмоциональных качелей, то есть состояние или люблю, или ненавижу. И это очень сильно мешает сосредоточиться на каких-то практических шагах. В состоянии 4-8 там все более рационально. Есть действия, которые укрепляют отношения, в них нужно участвовать. Есть огромная теоретическая часть, как это сделали другие, укрепили свои отношения. И здесь самая большая и вредная привычка понимать, что то, что сработало в другой семье, в вашей семье может не сработать. В ваших отношениях это может не сработать. Это не означает, что это плохо, это означает, что вам нужно цель укрепить отношения, сделать еще одну и, может быть, не одну попытку, потому что вы сохраняете то ценное, что для вас было в каком-то периоде жизни, и от того, как вы делаете равномерный вклад в свои отношения, зависит ваше полноценное семейное долголетие. Я вам всем желаю быть в состоянии 8-10, то есть в семье и в отношениях сохранить то ценное и сокровенное, то, что вас окрыляло и вдохновляло. И когда вы будете пробовать наставничество, вы поймете, что у других людей вы тоже способны сделать какие-то изменения. И здесь самое важное в тему сегодняшнего видео – распознать свою привычку. Не быть наставником – это вредная привычка, я считаю. Поэтому, когда вы немножко побудете наставником, попробуйте дать свой опыт, свои теоретические знания, как семейные отношения можно укрепить. Самое простое, что вы можете сделать, переслать это видео или переслать любое видео из нашего YouTube-канала «Колесо жизненного баланса LongSwim». Вы с удивлением заметите, что ваши знакомые на эту тему могут с вами рассказать какие-то инсайты. Это видео для кого-то может быть полезным, для кого-то познавательным, для кого-то мотивирующим, но на определенном этапе жизни оно будет очень сильно помогать справиться с теми ситуациями, в которых люди попали. Поэтому мы сейчас подводим итоги сегодняшнего видео, как осознать и распознать привычки, мешающие двигаться вперед. На определенном этапе вы будете понимать, что вы двигаетесь к цели не тем темпом, который вас устраивает. Вы начинаете осознавать, что вы полны сил и решимости и можете двигаться вперед, а есть какие-то ваши внутренние жизненные ценности, внутренние ограничения, которые мешают вам двигаться вперед. Вы осторожничаете, поэтому пересматривайте свои жизненные принципы, больше сосредоточьтесь на своих целях. Ищите единомышленников в состоянии 8-10, они будут вас окрылять, они будут давать вам ваши инсайты, и тогда ваши жизненные планы будут легко притворяться в вашу жизнь. Тем, кто смотрел это видео, пожалуйста, переслайте наше видео через кнопку «Поделиться» своим друзьям и знакомым. Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. У вас все получится, я в вас верю.